Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал располагается в городе Измаил, а это Одесская область на юге Украины. И сегодня на канале видео, посвященное нашим любимым томатам, которые с 2019 года поселились в нашей теплице. А в этом году мы посадили эти томаты, два, правда, растения, и в открытый грунт, и увидели замечательный, хороший результат даже в открытом грунте при нынешних сложных погодных условиях. Но давайте мы подробно поговорим об этом томате. И имя у этого томата – томат Белфорт. Это томат голландский фирмы Энза Заден. Очень интересный томат, очень вкусный. Это индетерминантный, высокорослый, урожайный помидор для теплиц. Так мне рекомендовали при покупке, что можно именно в теплицах выращивать продавцы. И, естественно, я его купила, попробовала сначала 10 семян, но после того, когда мы вырастили, все эти 10 семян, они взошли. Мы покупаем у нас в Измаиле, есть магазины, которые обеспечивают желающих садоводов, огородников и фермеров профессиональными семенами профессиональной упаковки. Это очень важно. Это качественные фирменные семена. И можно купить одну семечку, 2, 10, сколько тебе надо. Конечно, они дорогие. По любой цене, есть и дешевле, и дороже, но самое главное, что есть доступ к этим семенам. В любое время себе приходишь, заранее можешь купить эти ценные семена. Вот чем он мне понравился, и в семье, кстати, понравился, потому что все ходят и просто даже не моются, собирается этот плод, так как мы не работаем химией, мы выращиваем экологически чистые. Я и сама прошла возле теплицы, сорвала помидорчик, вытерла фартук и съела его. Или помыла под краном и сразу же его съешь, потому что он такой сладкий, ароматный. Он напоминает о томатах детства, о томатах колхозных, когда в колхозе выращивали там в основном в те времена волгоградские, и вот эти крупные, красивые красные томаты осенью нас посылали со школы, потом в институте, собирать томаты на колхозные, совхозные поля. И вот эти томаты именно вот такие были. И когда мы их посадили в 2019 году, все сказали, все домочадцы, обязательно этот томат должен хотя бы половину наших посадок занимать, потому что он очень урожайный, очень вкусный. Давайте я о нем более подробно сейчас расскажу, чем он нам нравится. Междуузлья короткие, низко находится вот это первый узел, и вот это очень важный момент. Я искала именно вот так, чтобы были междуузлья короткие, чтобы не было вот этого большого расстояния между томатами. Может завязываться на растении, на одном растении томатов 8 кистей. Так дает характеристику производителей, селекционеры семян. Но у нас получается больше. Почему? Потому что мы переводим в горизонт. Вот уже вторая половина июля они дошли высоты больше 2 метров. Вверх их нельзя опускать. Там кто их будет собирать и где их подвязывать под потолок. Поэтому их отправляем сейчас в разные стороны. Горизонт формируем. И здесь на горизонте, кстати, уже не столько, не 5 штук, 5 плодов формируется, а само растение регулирует 2-3 плода, но они уже всегда покрупнее, чем в начальной стадии. Мы, кстати, формируем по 2 стебля вилочкой, потому что получается, что они очень крупные, если один стебель, один побег, очень-очень крупные, а у нас крупные не очень-то любят. Вот. На одной кисти формируется 5 томатов с такой мясистой, сочной, рассыпчатой мякотью, сладкие. Ну и сладкие они, я уже точно знаю, как это делать, и подкармливаем таким важным элементом питания, как магний. Он и формирует сахаристость в плодах. Если же не использовать магний, он будет, как и все томаты, которые выращиваются
ну, просто без каких-либо подкормок. Многие мне пишут, что вот этот томат плохой, он кислый, он жесткий, не буду выращивать. Вот хочу такие, как когда-то. Посадил, ничего не делал, а осенью собрал хорошие плоды. Да сколько можно с этой земли тянуть, чтобы она все время давала вам все эти элементы питания? Нужно вкладывать в землю, нужно давать растениям питание для того, чтобы они отвечали вот этими вкусными плодами. Есть технология, и технология очень важная вещь. Какого-нибудь звена отсюда взять, вытянуть какое-нибудь звено, естественно, сбой, и не получается то, что ты запланировал. Так что технологические моменты очень важны, и в питании очень. Все характеристики даются у этого томата, кстати, на пакете профессиональном описании, что это среднеранний от 90 до 100 дней с момента. А теперь произведем просто так вот приблизительные расчеты. Смотрите, 17 февраля посев семян на рассаду, 17 марта это месяц. Далее посадка 14 апреля, это где-то 52 дня. Так? Дальше, холодной весной и июнь 2021 года Белфорд выдержал без болезней в теплице при высадке. Правда, мы и вторую теплицу внутри, когда сильно холодно было, укрывали. 14 июня собрали первые плоды. Вот и посчитаем 14 июня еще плюс 30 дней. Вот и есть почти заявленные 90 дней с момента всходов и до сбора урожая. И уже позже у нас получилось, что где-то к концу июня у нас уже массово пошли томаты Белфорд. Мы уже практически 3 грозди на многих томатах собрали. Получается, что заявленные 90 дней для теплицы это и есть тот результат, который он выставлен. Но есть в разных источниках и другие данные, 100-105 дней. Получается, все-таки это среднеранний томат и очень хороший томат. И причем они начали созревать, даже невзирая на сложные погодные условия этого года. Кстати, посадили 2 рассадных растения в открытый грунт. Вот здесь эти сроки подтвердились. В любом случае помидоры очень хорошие и вкусные, и легко выращиваются. Они вкусные, сладкие, ароматные. Еще очень хороший плюс, что вот до последнего дня, до холода мы выращиваем эти томаты, собираем листья, срезаем листья, они вяжут. Казалось бы, что до бесконечности будут вязать, но нам нужно готовить теплицу, и мы их уже убираем полностью и готовим уже почву под следующий сезон. Так вот, вот эти томаты, которые мы собираем уже в завершающий этап, последний урожай, так называемый финишный, они еще месяц, практически почти до Нового года у нас некоторые плоды хранятся, и на Новый год еще есть несколько помидоров, сохраняются свежим ароматом помидоров, пахнет наш новогодний стол. Вот такие вот эти томаты. Еще хочу что сказать, что выращивала эти томаты в один стебель, несколько штук в первый год. Плоды вырастают крупные. Вот эти первые с носиками симпатичные, но они крупные. 350, 400, даже был, по-моему, 486 граммов, почти полкилограмма. Только можно вот такие томаты есть в свежем виде, или томатный сок делать. Да, сок такой получается густой, красный, изумительный, получается вкусный, зимой открываешь. Аромат необыкновенный, цвет тоже очень красивый. Но у нас больше любят все-таки мелкий томат, помельче, поменьше. И мы стали формировать в 2 стебля. Вот теперь и можно в банку закрыть. Хотя некоторые источники говорят, что они не подходят для того, чтобы закрывать банку. Можно закрывать, закрываем. Причем не варим, а заливаем дважды сиропом, и очень хорошо получается. И, кстати, если их правильно подкармливать, то они не такие жесткие, как без подкормки. Ну и, кстати, этот томат выращивают даже не только для питания, но и для переработки
на томаты, потому что томатная паста всегда делается из томатов, из помидор с высоким процентом сухих веществ. Ну и чем еще понравился нам этот томат? Устойчивостью к заболеваниям. Мы закрываем его, когда нагревается хорошо земля, мульчой полностью землю закрываем, проходим по мульче после полива раствором трихофита, триходермина, и больше каких-то заболеваний ничего мы не видим. Но, правда, я провожу профилактику снова же раз в 10 дней, когда сильно жарко, раз в неделю, в 7 дней опрыскиваю растения, томатов, всех. Все, у меня еще есть несколько других сортов, которые понравились. Так вот, все томаты обрабатываются триходермином или гаупсином. Вот эти два препарата, которые очень хорошо помогают нам в том, чтобы вырастить хорошие здоровые помидоры. Но еще ко всему плюс, вот этот гибрид устойчив к вирусу томатной мозаики, к ладоспориозу. Вот это беда, просто сейчас мне много пишут, как бороться с этим заболеванием. А этот томат уже создан устойчивым к этому заболеванию. Но это не значит, что посадил и ничего не делаешь. Я уже знаю некоторых огородников, которые обвиняют в том, что вот они устойчивые, я посадил, ни разу не обрабатывал, а они вот заболели, непонятно чем. Наверное, вашим кладоспориозом. Так вот, у них действительно устойчивость и к этому заболеванию, а также вертицеллезу, фузариозу. Но это не значит, что можно поливать холодной водой в горячее время, не заботиться о питании этих томатов. Это как человек, чтобы получить хорошее состояние своего тела и быть всегда в тонусе, заниматься чем-то и творить нужно и в обед, и вечером, и утром. Выпить чай, съесть первое, второе, и компот когда-нибудь, и поесть этих томатиков вкусных. Всегда все должно быть по технологии и всегда вовремя. Поэтому сегодняшнее видео мы посвящаем именно этому томату, и я так много о нем долго рассказывала, потому что это любимец нашей семьи, и уже 3-й год он занимает первое место по всем характеристикам, которые у нас, характеристикам требований, которые у нас существуют к томатам, требования к томатам, которые мы любим. Поэтому Белфорд или Белфорд, по-разному его называют, этот томат может стать очень хорошим томатом и для всех, кто не имеет теплицу, кто выращивает и в открытом грунте. В открытом грунте, вот он, я сейчас показываю вам, два растения. Одно, правда, под актинидией сложно идет, очень медленно. Актинидия своей энергетикой давит. Это у меня вот такие испытания проходят. А одно растение замечательно поднимается ввысь, уже в мой рост. И, кстати, даже в жару не все плоды вяжет, но продолжает расти и вязать плоды. И здесь же я так же, как и в теплице, обрабатываю против болезней, профилактически, триходермин и гаупсин, а также обязательно обрабатываю против вредителей. Это естественный должен быть маневр, постоянный агроприем, который позволит вот это сложное время получать урожай томатов, этих красных вкусных томатов, которые называются Белфорд. Мы вам сегодня рассказали и показали наши любимые томаты, которые 3-й год занимают первое место. Может, что-то еще найдется, кто будет, но пока вот этот томат является самым вкусным и самым хорошим томатом из всех, которые мы выращиваем. Самым любимым и самым-самым сахарным, сладким. Но помните, всегда нужно питать растения для того, чтобы получить отдачу полную и в полной мере, чтобы они были вкусные, сладкие, красивые, здоровые. Раиса Горяченко, Александр Волик так долго говорили и рассказывали вам о своих любимых томатах. Всего самого доброго, до новых встреч в новых видео на нашем канале.